Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. На протяжении веков человеческая мысль пыталась понять и объяснить бесконечность Вселенной. Загадочные светила, звезды и галактики завораживают умы ученых и философов, задавая вопросы о самом начале времени и пространства. Как могло возникнуть все сущее? И какой путь прошла Вселенная прежде, чем мы появились на этой крошечной планете? Одной из самых популярных моделей, пытающихся объяснить конец и начало Вселенной, является теория Большого Взрыва. Она утверждает, что около 13,8 миллиардов лет назад вся масса и энергия Вселенной находились в одной точке. А затем произошел взрыв, давший начало нашему космосу. Однако, как бы ни была убедительна данная теория, ее стоило бы рассмотреть подробнее. Одной из основных трудностей, связанных с теорией Большого Взрыва, является концепция начала Вселенной. Как могла возникнуть Вселенная из ничего? Она предполагает наличие самой сингулярности, состояния, где физические законы теряют свой смысл. Таким образом, наши попытки заглянуть назад в ранние моменты существования Вселенной сталкиваются с ограничениями, установленными законами физики. Они как будто говорят нам: дальше не пройти. С развитием науки и технологии возникло множество альтернативных теорий, включая гипотезу цепочечной Вселенной, которая предполагает, что Вселенная не имеет ни начала, ни конца, а вместо этого проходит через бесконечные циклы расширения и сжатия. Эта теория служит ответом на сложный вопрос о космологической сингулярности, предоставляя нам новое понимание структуры Вселенной. Циклы, которые могут продолжаться вечно, вызывают вопросы, как и их возможные последствия. Как организована эта переносимость? И что происходит с веществом, раздающимся по просторам космоса в каждый новый век? Идея циклической Вселенной позволяет нам уйти от концепции сущности начала к повторяющимся циклам. Согласно этой точке зрения, Вселенная эволюционирует в бесконечные волны, которые расширяются, сжимаются и снова расширяются. Эта интерпретация предлагает логичное решение проблемы сингулярности. Однако, насколько бы захватывающей ни была эта концепция, циклическая Вселенная также сталкивается с проблемами. Для того, чтобы объяснить продолжительное существование циклов, нам необходимо рассмотреть закон энтропии, который утверждает, что во Вселенной существует тенденция к увеличению беспорядка. Каждый новый цикл сталкивается с проблемой, поскольку каждый раз энтропия возрастает. Как следствие, Вселенная должна будет сужаться все меньше и меньше, снижая циклы до предела. Таким образом, идет борьба между теорией циклической Вселенной и законами термодинамики. Остается загадкой, как можно создать новую волну, если при каждом новом цикле происходит утрата энергии. Важным аспектом обсуждения циклической Вселенной являются черные дыры. Эти космические объекты, которые поглощают Вселенную, могут вносить за собой дополнительные сложности. Потери вещества и энергии, возникающая при образовании черных дыр, увеличивает их влияние на структуру цикла. Черные дыры могут нарушить равномерный отскок Вселенной, удлиняя продолжительность ее циклов. Этот процесс приводит к моментам, когда начинает казаться, что Вселенная снова начинается. Несмотря на ее быстроту отступления от исходной точки, научное сообщество продолжает искать новые идеи для объяснения циклической Вселенной. Возможно, нам нужно изменить наше понимание концепции, манипулируя радиусом Хаббла и масштабным коэффициентом. В этой новой гипотезе предполагается, что Вселенная медленно сжимается, а между объектами образуется такое пространство, что вещество оказывается сильно размазанным. Это создает возможность, при которой черные дыры находятся за горизонтом событий. Освобожденное пространство позволяет взаимодействовать с локальным пространством, что открывает новый взгляд на цикл начала и конца. Согласно новейшим гипотезам, Вселенная может приобретать низкую энтропию именно в определенной области, тогда как более крупные области могут родиться из меньших. Персонально наблюдающие не смогут отличить один цикл от другого. Сравнивая глобальную растущую энтропию в бесконечном пространстве времени с ее локальными состояниями, мы получаем своеобразную точку затмения. Однако новая версия циклической Вселенной поднимает дополнительные вопросы. Зачем манипулировать масштабными коэффициентами и создавать начало, если энтропия вечно растет? Критики новой версии циклической Вселенной утверждают, что несмотря на связь с теорией струн, она все же не решает проблему берега начала.
Несмотря на попытки справиться с энтропией, она приводит к возникновению новых проблем. Вопрос о начале Вселенной вновь становится в центре внимания. Известный космолог Шон Кэрролл поддерживает современные идеи инфляции как наиболее подходящие для объяснения начала Вселенной, но также подчеркивает необходимость разнообразия в космологических моделях. Один подход может привести к ограниченности в понимании устройства Вселенной, и экспериментирование с внутренними моделями эволюции продолжает быть краеугольным камнем физики. Недавние открытия в астрономии также подчеркивают важность многочисленных наблюдений. Например, фото Проксимы Центавра-Б, ранее оказавшееся изображение колбаски, привлекло внимание. Но также найдены кандидаты на древние галактики. Телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал множество удаленных галактик, гипотетически создавая возможность увидеть больше, чем ожидается. Недавние исследования показывают, что некоторые галактики могут быть гораздо моложе, чем считалось ранее, из-за наличия космической пыли, поглощающей свет. Галактика Сиверс-Дес FG-1, изначально считающаяся старшей по времени, теперь имеет радикально измененные оценки возрастов. Ученые не останавливаются на достигнутом, представляя первые ясные изображения черных дыр. Важнейшим достижением стала публикация изображения Блазара J1924 Тире-2 914 с высоким угловым разрешением, открывшая окно в загадки космоса. Звезда R-136. А1 в Большом Магеллановом облаке, масса которой колеблется между 170 и 230 солнечными массами, также вызывает удивление. Научное сообщество жаждет новых открытий, и странности в космосе продолжают вдохновлять на дальнейшие исследования. Однако не только далекие звезды интересуют ученых. Сверхгигант Бетельгейзе в Плеядах, потускневший в 2019 году, вызвал легкие беспокойства о ее возможном взрыве. Выяснилось, что это произошло из-за выброса массы, который перекрыл часть звезды облаком пыли. Изучение выбросов на Бетельгейзе открывает новые горизонты в понимании звездных процессов, и их финальных стадий наблюдения также подтвердили гипотезу о слияниях черных дыр. С 2016 года зарегистрировано множество таких событий, открывающих новые возможности для понимания эволюции звезд. Статистика подтверждает, что слияние черных дыр происходит чаще, чем ожидалось. От 15 до 30 слияний в одном кубическом гигапарсеке в год. Эти данные открывают новый уровень интерпретации в галактической динамике. Черные дыры, находящиеся на большом расстоянии, не имеют мотива сближаться. Однако гравитационные волны, унося угловой момент из остающейся системы, могут привести их к сближению. Научные исследования освещают механизмы сближения. Двойные черные дыры могут находиться в двойной системе или соприкасаться в космических условиях. Третье тело может значительно изменять орбиты черных дыр, увеличивая их эксцентриситет и приближая к событию слияния. Третье тело на орбите может оказаться решающим фактором в процессе сближения черных дыр. Оно влияет на динамику в двойной системе, способствуя изменениям орбиты, создавая условия для более плотных взаимодействий между ними между ними. Критическим моментом стал авиационный резонанс, который может заставить орбиты двойной черной дыры вытягиваться. Это явление происходит, когда прецессия орбиты совпадает с периодами обращения и влияет на динамику всей системы. Таким образом, двойные черные дыры мигрируют ближе к сверхмассивной черной дыре, замедляясь в аккреционном диске. Сложный процесс резонанса создает дополнительные сложные аспекты, приводя к мощным взаимодействиям в глубоких недрах космоса. Бесконечность Вселенной по-прежнему остается предметом глубоких размышлений, и ее понимание продолжает расширяться благодаря открытиям астрономии и космологии. Каждый новый шаг в области физики предлагает множество новых вопросов, и исследование этих загадок продолжает завершать картину нашей истории о происхождении самого космоса.